Всем привет, с вами Фрост. И в обновлении 0.2.4.0 разработчики снова потрогали навыки. В большинстве случаев, конечно, они понерфили топовые навыки, которые использовали все игроки. И из-за чего мета навыков немного поменялась, потому что определенные навыки стало невозможно использовать. В этом видео расскажу, какие навыки вообще ставить на всех оперативников, про универсальные сборки для определенных классов, а также про исключения. Потому что на некоторых оперативников универсальные сборки не подходят из-за определенных их особенностей. Перед тем, как я начну, обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы алгоритмы YouTube лучше продвигали мой канал другим пользователям. Также в нашей игре идет реферальная программа. Если вы новичок или хотите создать твинг, используйте мой реферальный код, который есть в описании под этим видео, и получайте дополнительные награды при прокачке аккаунта. И еще перед началом видео хочу сказать, что в последних нескольких видео я начал добавлять субтитры на нескольких иностранных языках. То если вдруг какие-то пользователи не говорят на русском языке, чтобы им было комфортно смотреть. Поэтому, наверное, в каждом видео буду вот такую вот надпись внизу писать, потому что доступны субтитры. Как я говорил ранее, я хочу выходить на мировой уровень, и чтобы даже игроки, которые не говорят на русском языке, приходили на мой канал и учились играть в эту игру. А теперь начинаем. Перед тем, как перейдем конкретно к навыкам, хочу тоже сказать одну вещь. Вот мы всегда раньше говорили, вот у нас используется одна сборка навыков практически на всех оперативников, на медиков, там другая сборка навыков используется. Особенно, когда первые навыки еще вышли в патче 0.9.0. Там вообще одинаковая сборка практически на всех ставилась. И мы всегда говорили, что большинство навыков бесполезно, или половина навыков тоже дисбалансные. Ну и я про это постоянно говорил, что нужно какое-то разнообразие. В итоге в этом патче разработчики сделали разнообразие, но какой ценой? Ценой загубления хороших навыков и увеличения количества дисбалансных навыков, чтобы стало их еще больше. Как я и на стримах это разбирал, и в некоторых видео про изменение навыков. Вместо того, чтобы дисбалансные навыки исправлять и делать их полезными, разработчики увеличили их количество и сделали их еще больше. А хорошие навыки понерфили. Про что я говорил в начале видео, то что мета изменилась. Тоже плюс 15 хп теперь вы не сможете использовать, потому что, установив этот навык, вы и себе будете вредить, и вредить будете медику. Про это уже не раз говорилось, почему этот навык его ставить нет смысла сейчас. Поэтому особо останавливаться на этом не буду, чтобы не затягивать сильно видео, потому что видео, скорее всего, длинным получится. Вообще, наверное, начнем с универсальных сборок на все классы. И на штурмовиках универсальная сборка навыков – это навык под прицелом, регенерирующие материалы, бронепробитие и пристрелка. Почему такая сборка навыков? Разработчики понерфили бронепробитие. Они добавили ему негативный эффект – это увеличение разброса на 10%. В нашей игре и так разброс не самая приятная вещь. Так разработчики тут еще понерфили этот навык. И таким способом они хотели, чтобы либо этот навык не брали, либо чтобы те, кто не умеет играть, чтобы им было проще, короче. Потому что разброс это рандом. Куда игра пулю послала, туда она и полетела. Что ты на это практически никак не влияешь. И поэтому это сделано либо, чтобы бронепробитие не брали, либо чтобы им было проще. Но у нас и штурмовики и до этого были косые и кривые после того, как им 3D-прицелы добавили. С 3D-прицелами штурмовиков понерфили скрытно. И получилось так, что к косому оперативнику прикрутили еще 10% разброса, и он будет еще косей. И поэтому эту проблему нужно как-то решать. И поэтому вместо 15 хп, которые теперь вы ставить не сможете, ставите навык под прицелом от Avalanche, который снижает разброс уже на 15%, что вы не только уберете штраф от бронепробития, так еще и разброс на 5% уменьшите. Конечно, это не очень много, это практически незаметно по сравнению с тем, что было раньше. Но все же штраф вы уберете. Ну, восстановление брони тут в принципе все понятно, для чего оно надо. И навык пристрелка тоже для штурмовиков обязателен, чтобы можно было нормально стрелять. Потому что навык пристрелка также снижает разброс на 15% и отдачу на 15%. Вот это вот универсальная сборка для штурмовиков. Но, к сожалению, на большинстве штурмовиков придется отказаться от шприцов. Кто играет командой из 3 из 4 человек, это особо не страшно, но вот кто играет командой из 2 человек, либо соло-рандом, это довольно-таки неприятные вещи, может очень сильно повлиять на бой. Но приходится ставить вот такие навыки в угоду точности, чтобы не страдать. Хотя и то, это не дает вам 100% гарантии, что страдать вы не будете. Страдать тоже придется, только чуть меньше.
Теперь переходим к универсальной сборке навыков для поддержек. Это навык под прицелом, регенерирующие материалы, бронепробитие и запасные шприцы. Поскольку у поддержки, в большинстве своем, не такие косые, как штурмовики, и на них пристрелка не нужна, поэтому, как и раньше, оставляем шприцы. Также навык это аваланж обязательно, чтобы убрать штраф от навыка бронепробития. И теперь переходим к медикам. У медиков универсальная сборка навыков это по-прежнему свежие силы, регенерирующие материалы, облегченная разгрузка, запасные шприцы. Почему тоже такой набор навыков? Облегченная разгрузка теперь ставится вместо усиленного стимулятора, который разработчики перенесли в первую ветку. И поэтому его теперь вы не сможете использовать, потому что ставите свежие силы, чтобы быстрее лечить ваших союзников. И поэтому нужно было чем-то усиленный стимулятор заменить. Единственный годный вариант это вот облегченная разгрузка. Она увеличивает вам общий объем выносливости, и поэтому вы, по сути, будете играть, практически как раньше, что вы этим компенсируете усиленный стимулятор. Не на 100%, конечно, на некоторых медиках будут проблемы с этим. То, что вы без усиленного стимулятора будете играть. Плюс еще разработчики частично понерфили навык свежей силы. И он теперь на 30% больше лечения расходует. Кстати, на Шаршарет это почему-то не сказалось. Она как затрачивала 10 очков выносливости на лечение, так и затрачивает. Это вот, кстати, такой лайфхак, что свежие силы не нерфят Шаршарет, в отличие от других медиков. Поэтому вместо усиленного стимулятора облегченная разгрузка это нормальный вариант. И со шприцами тоже в принципе все понятно, потому что играю сейчас в рандом скилл игроков на очень низком уровне, и поэтому стандартного количества шприцов очень часто не хватает. Даже если они есть у ваших союзников, тоже не хватает. Поэтому на медика тоже приходится их брать. Особенно если вы играете соло-рандом. И последнее это универсальная сборка навыков для снайперов. Это факторы лечения, регенерирующие материалы, бронепробитие и запасные шприцы. Почему тут такая сборка? Первое, то что бронепробитие не сказывается на снайперов, болтовщиков и полуавтоматчиков. Просто по одной простой причине, потому что у полуавтоматических и болтовых видов вооружения в нашей игре нету разброса. Поэтому навык бронепробития на это никак не влияет, и точность остается такая же, как и была до патча. И поэтому вместо навыка от аваланж сюда что-то нужно поставить, потому что от него здесь по сути пользы никакой нет. Поэтому единственный вариант нормальный из первой ветки это фактор лечения, чтобы получать больше лечения от медика. Особенно если вы играете в команде с каким-нибудь говномедиком, это очень сильно вам поможет. И кстати, вот раз уж так на запись вышло, господа разработчики, можно сделать так, что мне вот приглосы, например, не кидали. Я уже замотался кучу приглосов от каких-то левых людей получать. У меня стоит в настройках только от друзей получать. Мне приходит от всех. Я уже пока сижу записываю, кучу раз это вылетело. Потому что ваша настройка не работает. Можно уже наконец-то это исправить. Не работает уже примерно год, а то и больше. Сейчас просто вот был момент такой, то что я говорил, и вырезать это никак не получится. И в принципе остальное здесь все стандартно. Восстановление брони нужно. Бронепробитие нужно, запасные шприцы тоже нужны. Теперь переходим к исключениям, потому что исключений у нас тоже достаточно много. И следующая сборка навыков относится к таким оперативникам, как Ворон, Кошмар, Слай, Стерлинг, Скаут и Видар. Можете, кстати, подумать, что объединяет этих оперативников. Я думаю, вы правильно поняли, все они имеют автоматический огонь, это либо штурмовики, либо снайперы-автоматчики. У них неплохая точность, поэтому на них ставится измененная сборка навыков, и она отличается от тех, что ставилось на штурмовики. Потому что вместо пристрелки на них ставятся запасные шприцы, потому что пристрелка им просто не нужна. Они и так нормально стреляют. Поэтому это единственные вот оперативники из штурмовиков, и 2 снайпера, на которых ставится вот такая сборка. Следующая сборка исключения – это штурмовик Авангард. Поскольку это штурмовик с дробовиком, который стреляет дробью. И стреляет на небольшое расстояние. Хоть его и апнули, но все равно это расстояние не такое большое. На него ставится сборка факторы лечения, регенерирующие материалы, достильность и запасные шприцы. Факторы лечения мы берем, потому что навык от аваланж здесь не нужен, потому что разброса у него просто не существует в природе. С восстановлением брони все понятно. Достильность мы берем, чтобы на более большие расстояния с дробовика вы могли стрелять. Чтобы у вас меньше разлет дробин был на расстоянии. И со шприцами, я думаю, тоже все понятно, чтобы было больше возможностей поднимать ваших союзников. Тем более этот навык апнули, и теперь он 4 шприца дает вместо 3, как раньше было. Дальше штурмовик Шаовэй. Можно сказать, в этом патче он слегка апнулся, потому что навык пристрелку перенесли из 3-й ветки в 4-ю. И поэтому сборка навыков на него выглядит вот так. Это факторы лечения, восстановление брони, калибровка техники и пристрелка. Почему именно такая сборка? Факторы лечения мы берем, потому что навык аваланж здесь в принципе тоже не нужен.
Хоть и у этого штурмовика есть разброс, но это не самая его главная проблема. Самая главная его проблема — это отдача. Поэтому навык Avalanche, в принципе, сюда брать особо не нужно. Тем более вы здесь не берете бронепробитие, а берете калибровку техники, чтобы дрон Шавей лучше выживал. И то это, я вам сразу скажу, не сильно поможет, потому что Шавей уже давным-давно убитый, занерфленный в дерьмо оперативник, на котором сейчас не очень приятно играть. Ну и за счет пристрелки вы будете лучше стрелять, если в голову убьете. Тут все понятно. Следующие два оперативника — это Тибет и Инчжоу. Это два поддержки. Один щитовик с пистолетом, а второй с дробовиком, который стреляет жиканами. Что у них у обоих полуавтоматический огонь. И отсюда мы получаем то, что штраф от бронепробития на них также не распространяется, как и у снайперов. И поэтому на них используется такая же, как и на большинство снайперов, сборка навыков. Это фактор лечения, восстановление брони, бронепробития и запасные шприцы. Но опять же, учитывая то, какие Тибет и Инчжоу в последнее время занерфленные куски, маловероятно, что вы на них вообще играть будете. Что это достаточно такие неприятные оперативники, на которых сейчас очень тяжело тащить бои из-за того, что они занерфлены. И раньше у них были проблемы с настрелом, еще до нерфов даже. А сейчас уж тем более. Следующие три оперативника — это Бастион, Стрелок и Белл. На них ставится тоже измененная сборка навыков, не как на других поддержек. Это сборка навыков вообще от штурмовиков, потому что у них абсолютно такие же проблемы, как и у штурмовиков. Стрелок и Белл, они косые, кривые, как штурмовики. У них большие разбросы, отдачи плохие. А Бастион был занерфлен после этого патча, ему на 25% разброса отдачи понерфили, что он теперь вообще никуда не попадает. И я вам сразу скажу, что вот эти навыки ему тоже не помогут. Он даже с ними не попадает никуда и никого не убивает. Но сборку навыков лучше брать такую, что хотя бы на время прокачки вы себе чуть-чуть облегчите страдания. Сразу скажу, на Бастионе вам играть сейчас не рекомендую. Это кусок д***а подсохшего, который даже в натиске не может ничего сделать. Я когда на стриме его тестировал, я так обматерился жестко, блин, что у меня еле сил хватило один бой на нем отыграть. Потому что это нереальный кусок д***а сейчас. Я не знаю, зачем его понерфили, опять, наверное, потому что ПВПшные скулят то, что по ногам пострелять не могут. Наверное, поэтому. А тот, кто его нерфил, он, видимо, на этом оперативнике и раньше не играл. Что его занерфили до такого состояния. Следующий оперативник — это поддержка Тауэр. Из-за особой черты его способности у него измененная сборка навыков не такая, как у других поддержек, что вместо восстановления брони мы ставим усиленную защиту. Потому что с помощью способности Тауэра вы можете восстанавливать себе броню. Да, вы будете очень часто не успевать себе полный запас брони восстанавливать, потому что в спецоперации боты сильно дамажат и очень быстро броню сносят. Но хотя бы хоть куда-то будете свою способность применять, потому что способность у Тауэра, она по сути бесполезная была, пока и не добавили вот эту особенность, что если вы примените на себя, вы себе плашку брони сделаете. И, кстати, забыл в начале видео сказать то, что про навыки я в основном говорю, которые ставятся именно в зачистку и спецоперацию, про натиски я говорить не буду. Поддержка Баррейра всегда славился своей косостью, на которую практически никак нельзя было повлиять, и он косил очень часто. И после патча 0.24 на него сборка навыков изменилась. И можно его сделать чуточку точнее. И сборка навыков теперь выглядит вот так. Это навык под прицелом, это Avalanche, регенерирующие материалы, прецизионная нарезка ствола, единственный оперативник в игре, на который ставится этот навык, и пристрелка. Если кто помнит, я на стримах говорил, то что возможно эти навыки все вместе не будут стыковаться. В итоге я провел кучу тестов тренировки, и эти навыки все вместе работают. Поэтому можно добиться более вменяемой точности при такой сборке. Особенно если вы сможете активировать пристрелку, там разница вообще очень хорошо видна. Теперь переходим к медикам. И первый медик, у которого сборка навыков отличается от большинства, это травник. Раньше у травника была сборка, которая игралась через плотное прилегание, но в этом патче разработчики решили переделать плотное прилегание. Они не сделали его менее токсичным, но сделали так, что теперь плотное прилегание на травнике стало использовать практически невозможно, потому что травник тогда теряет всю броню. А даже без одной плашки брони играть очень тяжело. Потому что одна плашка брони на хотя бы несколько пуль может сдержать, и у вас будет определенное время, чтобы среагировать и спрятаться. А без брони вообще играть очень плохо. И поэтому пришлось опять же изворачиваться, как я говорил в начале видео. Разработчики хотели разнообразия, получили. Но какой ценой? Поэтому приходится изворачиваться и придумывать всякую дичь, чтобы можно было нормально играть. Я думаю, вы уже поняли всем тем сборкам, которые до этого перечислил, что очень много дичи. Если раньше все было просто и было нормально, а сейчас приходится придумать всякие изощренные сборки, чтобы можно было уменьшить свои страдания. Сборка у травника в принципе так и остается, кроме второго слота. Это лечащее касание,
стимулирующие медикаменты, облегченная разгрузка, запасные шприцы. А расходниками берете аптечку и бронепластину. Что травник это один из двух оперативников игры, который играется от аптечки. До второго оперативника мы скоро дойдем. Вот такая вот сборка ставится на травника, я не так давно тестировал на стриме, в принципе работает нормально и недостатка выносливости у вас не будет. Следующий медик это Монг. На него, в принципе, можно было бы использовать универсальную сборку навыков, как и используется на всех медиках. Это свежие силы, восстановление брони, облегченная разгрузка и шприцы. Но у Монга есть одно но. Он очень сильно затрачивает выносливость на лечение. Что если даже до нерфа навыка свежие силы, с усиленным стимулятором даже еще. Я помню, когда я играл на больницу, потому что Монга мы в основном берем на больницу. У меня стимуляторы усиленные уходили один за одним. И выносливость периодически заканчивалась на лечение. Но сейчас выносливости еще больше не хватает, и поэтому приходится брать на него плотное прилегание вместо восстановления брони и играть от бронепластин. Потому что другого варианта на Монге нет. Мне еще так повезло, что я попал на карту резиденцию вчера на стриме. И у меня там закончились стимуляторы. Это на резиденции, если что. А она намного проще и намного меньше по размеру, чем больница. В больнице там вообще ничего не будет хватать. Поэтому это единственный оперативник в игре, которому необходимо плотное прилегание. И, к сожалению, придется отказаться от командных патронов, которые ставятся на всех медиков практически. Следующий медик это Боунс. Расходники у него остаются, как и на большинстве медиков, это стимуляторы, командные патроны. А вот навыки меняются, потому что из-за ее особенностей. Конечно, после прошлого обновления у нее ничего не поменялось, все у нее так и было. Но я все же ее добавляю в этот список, потому что я рассказываю здесь про всех оперативников. И на Боунс ставите лечащие касания, регенерирующие материалы, калибровку техники и запасные шприцы. Но опять же на Боунс вам играть не рекомендовал бы, потому что сейчас это не самый лучший медик. Особенно в спецоперации. Дальше у нас идет несколько медиков. Это Спарк, Мигель, Баги и Коваль. У этих медиков есть одно общее. У них очень полезные спецсредства. Поэтому универсальная сборка навыков немножко меняется, чтобы как-то усилить их спецсредства. Из навыков берете свежие силы, регенерирующие материалы, тяжелые боеприпасы, запасные шприцы. Расходниками берете стимуляторы и обычные патроны вместо командных. Да, тут тоже придется от командных патронов отказаться, потому что тяжелые боеприпасы не работают с командными патронами, а работают только с обычными. Потому что у Спарка это дефибрилляторы, с помощью которых вы можете поднимать ваших союзников тоже. И по сути у вас еще плюс минимум 2 шприца за бой за счет спецсредства. То же самое с Мигелем. У Багги это вообще активная защита, которая помогает сбивать гранаты. И на торговом центре испорченным он по-прежнему нужен. Не так сильно, конечно, как раньше, но желательно все равно его там использовать. Кстати, разбор карты торгового центра я, скорее всего, выпущу уже в субботу. Надеюсь, успею записать видео и отмонтировать. А у Ковали у него просто гранаты, которые ухудшают точность стрельбы ботов, и за счет этого их желательно, чтобы было побольше. И последний из медиков это Фрейер. Второй оперативник игры, который играется от аптечки, про что я вам говорил, когда про травника рассказывал. Потому что у него такая же проблема, как и у травника, он не может лечить себя нормально. Поэтому на него приходится брать аптечку, и сборка у него немножко похожа на сборку травника, ну, кроме лечащего касания. Но только вместо лечащего касания ставите свежие силы, потому что в отличие от травника здесь есть восстановление способности, а у травника ее по сути нет. И поэтому там лечащее касание берется, а здесь свежие силы. И расходником берете аптечку и бронепластины. Но опять же заранее вам скажу, что Фрейер сейчас это один из худших медиков игры, и я бы рекомендовал бы вам вообще его не использовать. Тем более ради навыка он вам тоже теперь не нужен, потому что сильный стимулятор вы теперь не примените нигде. И остаются у нас снайперы. Это Сокол, Курт и Арчер. Кто хорошо разбирается в игре, они, наверное, понимают, что их объединяет. Это низкая скорострельность в 0,5 выстрелов в секунду. И поэтому, чтобы повысить эту скорострельность, берем на них особую сборку навыков. Вместо бронепробития ставим модернизацию затворного механизма. Остальные навыки остаются, как и в универсальной сборке навыков. Тем более эти снайперы, они и так хорошо убивают, и бронепробитие им особо не нужно, в отличие от других снайперов. Но я уже не раз тоже говорил, что им надо стоковую скорострельность давным-давно уже апать. Потому что 0,5 в 2024 году это как-то несерьезно. Когда у других снайперов в основном скорострельность 0,8. И 0,8 это в принципе нормальный показатель, которого хватает. И последние снайперы и оперативник в списке в сборках исключений это Ангел Смерти Эйма. Про нее я когда-то делал отдельное видео про ее сборку навыков и чем она разрывает. Но просто произошли небольшие изменения, что вместо 15 хп вы теперь берете фактор лечения. Потому что 15 хп нерфит
всех оперативников в игре, и его теперь невозможно использовать нормально. Что вы теперь, по сути, играете на картонке с 80 хп. Но остальные навыки у нее остаются как и раньше. Это восстановление брони, быстросъемные магазины. Это единственный оперативник, на которого ставится этот навык. А также плечом к плечу. Тоже единственный оперативник, на который ставится вот этот навык. За счет этих навыков у Эймы просто адская скорострельность. Из-за того, что она очень быстро перезаряжается. Он может разрывать очень жестко. И цена ошибки, кстати, при выстреле тут минимальная по сравнению с другими снайперами. Потому что вы можете быстро дозарядиться, если что, выстрелить еще раз. Потому что у нее уникальная система заряжания, что она не перезаряжает магазина, по одному патрону докладывает. И поэтому вот эта сборка навыков на нее самая лучшая, и лучше не будет. Вот я рассказал про все сборки навыков, про универсальные сборки, которые ставятся на большинство оперативников, а также про исключения, которые ставятся на некоторых конкретных оперативников. Сразу предвидя некоторые комментарии некоторых не очень умных людей, скажу, что это самые нормальные сборки и альтернатив других не существует. То, что вы можете в теории предлагать, оно все равно будет слабее того, что я рассказал. Потому что все-таки у меня в этой игре не такой маленький опыт. Я играю в эту игру более 5 лет и очень хорошо в ней разбираюсь. И плюс я, в отличие от большинства игроков, провожу кучу тестов перед тем, как что-то использовать самому и тем более предлагать ставить вам. Поэтому то, что я показал, это, можно сказать, самое лучшее, что вы можете выбрать в этой игре, и лучше не будет. Ну, если только разработчики опять что-то не понерфят или не апнут. А на этом видео, наверное, буду заканчивать. Видео по торговому центру, скорее всего, сделаю на этой неделе тоже. Надеюсь, успею к субботе. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Всем до скорого и всем пока.